Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я сделаю обзор вот таких вот гель-лаков от Масура. И еще я заказала гель-паутинку и блесточки. Давайте посмотрим. Первый цвет у нас вот такой насыщенно фиолетовый. Цвета мне попались достаточно жиденькие, но в принципе в два слоя они ложатся неплохо. Единственное, что нужно наносить на короткий ноготь, если на длинный, то всего скорее этого цвета потребуется 3 слоя. В принципе, гель-лаки хорошо самовыравниваются, не текут, но плотности я бы немножко добавила, зато они хорошо просыхают в лампе и не кукожатся. В 2 слоя, в принципе, на длинный тип слегло вот так вот. Следующий цвет, вот этот цвет мне очень нравится, я его уже заказывала и решила заказать второй раз, потому что тот у меня за лето практически закончился. Он хорошо ложится в 2 слоя, отлично самовыравнивается, яркий, насыщенный мятный цвет. И скоро Новый год, и у меня не было такого цвета именно для того, чтобы рисовать такие мимишные елочки, то есть не темно какие-то зеленые, а мятные елочки. Я их называю елочки Тиффани, очень классные. Вообще, девчонки, пока думала, какие дизайны сделать на этой марке, у меня почему-то в голове был один Новый год. Поэтому ждите новогодних дизайнов. Ну и что еще только ноябрь. Почему-то у меня в голове одни елочки, игрушки и так далее. Следующий синий цвет тоже такой же по плотности, как и первый фиолетовый. Сам цвет очень красивый, и в 2 слоя он в принципе ложится хорошо. Но одного слоя, конечно же, будет недостаточно. Взяла еще 2 базы, хочу рассказать об особенностях нанесения. Белая база чуть более жидкая и хорошо самовыравнивается. Сначала мы делаем скользящий слой, а далее распределяем каплю по ногтевой пластине. Белая база у меня распределилась неплохо, а вот эта база с шиммером оказалась немного густовата. Я ее без проблем бы выровняла на короткие ногти, но на длинные ногти лучше наносить ее просто в 2 тонких слоя, как камуфлирующий цвет. Она так очень красивая. Посмотрите, я взяла капельку, начала выравнивать и просто вижу, что вот эти вот бугорки, они никак не уходят у меня. Поэтому я просто взяла потом все, кисточкой лишний материал убрала. И у меня получился отличный, красивый, шиммерный, камуфлирующий цвет. Кстати, достаточно плотный и с очень приятным персиковым оттенком. Напоследок я оставила самый красивый цвет 436. Посмотрите, какой он изумительный, перламутровый, похож на розовую жемчужинку. Он мне очень понравился. Он, кстати, достаточно плотный. В 1 слой он перекрывает ноготок и ноготь чуть-чуть просвечивает, а в 2 слоя уже ложится достаточно плотно. Только учитывайте при нанесении, что если вдруг будет какой-то наплыв, то перламутр это все обязательно покажет. У него очень красивый голубой и розовый отлив. Еще взяла вот такие вот блесточки. Блестки мне очень понравились. Это у Масуры новинка. И взяла еще паутинку. Написано было, что серебряная, но мне она почему-то больше напоминает золотую. Не знаю, как вам, напишите в комментариях. Мне почему-то кажется, что это цвет золотой. Вот такие вот цвета у нас сегодня были. И начнем уже выполнять с вами дизайн. Хорошо, что я взяла матовый топ себе на пробу. Мне он, кстати, понравился. У него прекрасная матовая поверхность, но он сатиновый, то есть он не будет очень сильно пачкаться. Матовый топ без липкого слоя. Мы наносим на какой-то яркий цвет. Я взяла синий и паутинку нашу серебристую начинаем распределять. Что мне понравилось в этой паутинке? То, что эта паутинка – это смесь какого-то прозрачного тянущегося материала и мелких-мелких блесток. И поэтому, когда вы делаете вот такую вот намотку, получается очень крутой, необычный эффект. Видите, то есть линия у вас идет не четко серебряная или там четко золотая, а она именно с блесточками. В общем, смотрится очень круто, но особенно вживую. С ней можно придумать кучу ярких каких-то классных дизайнов. Взяла цвет под номер 396, я его заказывала в прошлый раз. И наношу на него наши блесточки. Делаю в серединке растяжку. Кстати, очень податливый материал. И когда вы будете выполнять растяжку какими-то такими глиттер-гелями, сначала кладите весь основной материал у кутикулы,
И потом уже зачерпываете из баночки только мелкие блестки и распределяете их по оставшейся поверхности. Такой дизайн мы покрываем матовым топом, просушиваем, после чего мы берем глянцевый топ и выделяем то место, где расположены наши блестки. Немного будет объема, но мы потом все это разграничиваем паутинкой прямо сверху. Кстати, у паутинки от массуры есть липкий слой. И считается, что ее нужно перекрывать обязательно топом. Но я такие дизайны не перекрываю топом. Мне нравится, что он такой объемный получается. Кстати, хочу вам показать, как хорошо тянется паутинка. И что я заметила, что линию она всегда вытягивает достаточно тонкую. Для следующего дизайна мы взяли наш перламутровый типс. Он уже перекрыт топом. Я не стала ничего добавлять и просто рисую вот такую вот елочку. Почему прохожусь несколько раз? Потому что такой дизайн мне напоминает такую елку, рисованную каким-то ребенком, или игрушки, которые сделаны из проволоки. В общем, что-то такое навеивает, и мне очень нравится это. Конечно же, мы не можем оставить так, и дополняем все это блесточками. Девочки, у меня получились такие мимишные дизайны новогодние, даже не новогодние больше, а можно их делать и просто, когда уже снег укроет нашу землю. И выполняются они очень просто, очень легко. Это, наверное, больше дизайны для каких-то новичков, но я думаю, что найдется у каждой девушки клиент, который захочет повторить какой-то дизайн. Снизу наматываю паутинку, имитируя снежок. Просушиваю, беру топ без липкого слоя и заполняю наши пайетки. Дальше берем вот такой яркий розовый цвет и наносим на него матовый топ. Существует поверье, что дизайны зимой делаются только голубых, синих и красных оттенков. Ломаем стереотипы, берем ярко-розовый для любителей таких ярких маникюров и рисуем на нем куб. Куб я рисую как раз-таки нашей базой белой. Можно смешать, если у вас нет такой белой базы, можно смешать белый гель-лак с топом и получится такой же оттенок. Рисуем куб, это будет наша заготовка, то есть наш подмалевок, подарочка. Дальше нам нужно блестками немного оттенить, как бы мы делали затемнение белым гель-лаком более темным. Мы здесь в этом случае делаем оттенение блесточками. Не полностью распределяем по всему нашему подарку, а добавляем блестки в уголки и делаем такую небольшую растяжку. Повторюсь, что материалом работать было мне легко, мне было приятно. И берем нашу паутинку и начинаем отмечать наши границы нашего подарочка. Кстати, очень просто мне было почему-то это сделать, несмотря на то, что я вообще не привыкла с паутинкой работать именно кисточкой. Чаще всего я беру дотс. А что используете вы, когда работаете с паутинкой? Интересно будет почитать, напишите в комментариях. Отмечаем наши линии и делаем вот такой вот изумительный прямоугольный бантик. Мне он очень понравился и, кстати, смотрится вживую такой дизайн очень интересно. Берем опять наш жемчужный гель-лак, наносим в 2 слоя, покрываем матовым топом и рисуем белой базой звезду. Звездочку рисуем как в детском садике, вообще не важна схема, главное, даже она не должна быть слишком ровной у вас, потому что все у нас такое вот, как из проволоки сделанное. И заполняем контуры нашей звезды нашими блестками, естественно, после того, как мы просушим белую базу. Хочу отметить, что старайтесь мелкие блестки распределить по уголкам, то есть чтобы у вас было видно, что это все-таки звезда. Чтобы не было такого, что скопление блесток у вас находится в серединке звездочки, а по краям-то ничего и нет. И, в общем-то, непонятно, что это звезда. После того, как мы просушили глиттер-гель, мы наносим топ без липкого слоя, просушиваем и начинаем прорисовку нашей паутинкой делать. Ничего страшного, если она у вас залезла на звезду. Опять-таки же повторяю, что это такие проволочные дизайны интересные. Кто, кстати, видел такие игрушки, меня это натолкнуло. Мой поход в магазин для дома, и я там увидела такие игрушки красивые, там были. Они сделаны из проволоки, не только из проволоки, но еще и плетеные. Совсем забыла вам сказать, что у меня вышел новый курс, который называется Air
Fire акварель. Все очень давно ждали и просили, когда же у меня будет новый курс, и вот наконец он вышел. Кто желает приобрести, можете мне написать в Инстаграм или ВКонтакте. И вот такие вот быстрые, яркие дизайны у нас сегодня получились. Они очень простые, справится с ними новичок. Меня, кстати, часто просят снять какие-то простые дизайны. Я вас услышала, вот такое видео. Это то, что сможет сделать абсолютно любой человек. Никаких навыков рисования, растушевки здесь не нужно абсолютно. Так что, если видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Я для вас много чего вообще на Новый год подготовила. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!